Всем привет! Сколько существует АвтоВАЗ, только он не перестает удивлять людей. Но за последний год новостей о заводе стало еще больше из-за различных проблем, которые так и сыпятся на предприятие. Помимо этого, споры вызывают и довольно сомнительные решения нынешнего главы компании Максима Соколова. Поэтому нередко в его сторону валится очень много критики. Но по праву ли Соколова ругает простой народ? На одной из последних встреч Соколова с Владимиром Путиным глава АвтоВАЗа выражал огромную благодарность за оперативное решение вопроса о повышении утилизационного сбора. Также он попросил пересадить всех таксистов на отечественные автомобили. Помимо этого, Соколов отчитался о достижениях завода, якобы все идет по плану. Но на самом деле у АвтоВАЗа все идет не по плану. До конца года завод обещал выпустить 400 тысяч автомобилей и недавно снизил план до 360 тысяч единиц. Заявленный объем автомобилей сойдет с конвейера завода, но только в каком состоянии. Сейчас на заводе скопилось неимоверное число некомплектных Вест, а те, что были выпущены и переданы владельцам, постоянно преподносят новые сюрпризы. Не так давно стало известно о проблеме со стоп-сигналами. При нажатии на педаль тормоза загораются не все 4 секции. Порой вообще ни одна секция не загоралась, а срабатывал только повторитель под задним стеклом. Люди начали обращаться в дилерские центры с этой проблемой, на что самой проблемы не нашли, а только начали менять лягушку под педалью тормоза. Вероятнее всего, проблема именно в ней, так как после замены проблема прекращается. Но какие гарантии, что она снова не появится? А вы знали, что на Автоспот можно найти не только лучшее предложение по стоимости ТО, но и посмотреть рейтинг сервиса и отзывы реальных клиентов? Поэтому, если вам нужно пройти ТО, сделать диагностику или ремонт автомобиля, как у официальных дилеров, так и в независимых проверенных автосервисах, то вам на автоспот.ру. Ссылку на секретные акции, скидки и спецпредложения я оставил в описании, пользуйтесь. Там же вы найдете лучшие предложения на новые автомобили. Безусловно, АвтоВАЗу пришлось очень непросто, и сам Соколов стал у руля компании в самый тяжелый для нее момент. Заводу от государства все время поступает финансовая поддержка. Сейчас вот было выделено около 100 миллиардов рублей на новые модели, а в следующем году будет выделено еще несколько сотен миллиардов. При этом АвтоВАЗ стрижет капусту с простого народа только так. Как повышать утилизационный сбор, так они бедные и несчастные. А как разобраться с наценками своих дилеров, так тут уж давайте как-то сами. Да, сегодня купить новую Ладу без наценок почти нереально, так как автомобилей у дилеров просто нет. В Москве из всех имеющихся дилеров Лада Гранта есть далеко не у всех, а если даже и есть, то стоимость, как правило, дороже на 100-200 тысяч рублей по сравнению с ценами в прайсе. А ведь не так давно сам Максим Соколов обещал разобраться с наценками и наказать дилеров. Но прошло пару месяцев и все утихло. Публично наказали 3 крупных дилеров, на этом и закончили. А купить новую Весту еще сложнее, так как у АвтоВАЗа с ее выпуском постоянно проблемы. При этом постоянное повышение цен на отечественные автомобили считается нормой. Так, в начале следующего месяца нас ждет очередное повышение цен на некоторые модели Лада. Люди покупают эти автомобили только из-за цены, так как, к сожалению, у АвтоВАЗа нет конкурентов. Но если бы те же самые китайские седаны стоили примерно так же, скорее всего АвтоВАЗ уже давно бы закрылся. Сам глава АвтоВАЗа уже заявил, что с китайцами нереально конкурировать без господдержки. А как считаете вы, почему государство так часто инвестирует в АвтоВАЗ? Пишите в комментариях.